это глубокий океан. Дом самых странных существ на Земле. Место, которое мы до сих пор не познали до конца. Он огромен, под толщей воды лежат тайны, которые волновали человека на протяжении столетий. И чем глубже мы опускаемся, тем меньше его понимаем. Над поверхностью свет, ветер и привычный мир. А в глубине другая планета. Темная, холодная и очень древняя. Здесь не бывает солнца и царит кромешная тьма. Океан хранит секреты за пределами нашего понимания. Он населен существами, одновременно завораживающими и чудовищными. И когда волны шепчут свои истории, трудно не почувствовать странную тревогу, будто сам океан живой. Будто он дышит, будто он ждет. Здесь, в холоде и темноте, восхищение и страх сливаются воедино. Этот океан был здесь задолго до первого человека, и он останется здесь после нас. Это самая большая среда обитания на планете. Вода покрывает более 70% поверхности Земли, и в этой воде почти вся жизнь, какую мы знаем. От невидимого глазу планктона до создания длиной с автобус. Здесь есть мелководные заливы, залитые солнцем, коралловые рифы, кипящие красками, и впадины, куда не проникал ни один лучик света. Каждый из этих миров живет по своим законам. Мы знаем о поверхности Луны больше, чем о дне собственного океана. И все же мы начинаем спускаться. Самое первое, что встречает нас у поверхности, это свет. Солнечные лучи проникают в воду всего на несколько сотен метров. Этот верхний слой называют зоной света. Здесь тепло. Здесь растет почти все, что кормит остальной океан. Микроскопические водоросли превращают Солнце в жизнь и отдают планете больше половины кислорода, которым мы дышим. Каждый второй вдох человека – это вдох, подаренный океаном. Но свет уходит быстро. На глубине 200 метров он почти исчезает. Краски гаснут. Сначала пропадает красный, потом оранжевый, желтый, зеленый. Остается только синий, а затем и он растворяется в темноте. Это сумеречная зона. Вечные сумерки, где день не наступает никогда. Существа здесь обитают с огромными глазами. Они ловят последние крохи света. Многие из них светятся, потому что иначе мир был бы абсолютно черным. Еще глубже – полночная зона. Здесь никогда не было света. Давление способно раздавить человека в одно мгновение. Температура чуть выше нуля. И все же даже сюда добралась жизнь. А под ней бездна. Абиссальные равнины, плоские и безмолвные, тянутся на тысячи километров. Это самое большое и самое неизученное пространство на Земле. И мы только начинаем в него заглядывать.
Синий кит – самое большое животное, когда-либо жившее на этой планете. Он больше любого динозавра. Больше всего, что когда-либо двигалось по земле или плавало в воде. Он вырастает более чем на 30 метров в длину. Весит до 200 тонн. Его сердце размером с небольшой автомобиль и весит почти полтонны. Удар этого сердца можно засечь за несколько километров. И при всем этом синий кит питается одними из самых крошечных существ океана – планктонными рачками, или, как еще их называют, крилем. В сезон кормления он съедает до 4 тонн в день, процеживая воду сквозь гигантские пластины китового уса. Его голос – самый громкий звук, который издает живое существо. Зов синего кита разносится через целый океан. Два кита могут переговариваться, находясь за сотни километров друг от друга, так и не увидев друг друга ни разу в жизни. Он способен нырять на километровую глубину, но обычно держится ближе к поверхности, погружаясь лишь на 10-20 минут. В 20 веке человек почти стер это чудо с лица Земли. Китобои истребляли синих китов тысячами, их оставались считанные единицы. Сегодня под защитой они медленно возвращаются. Очень медленно, потому что самка приносит лишь одного детеныша раз в несколько лет. Когда видишь синего кита, понимаешь, насколько мал человек и насколько хрупка жизнь самого огромного создания на свете. У синего кита есть родственник, что прославился не размером, а голосом. Горбатый кит. Он меньше синего, но все равно огромен – 15 метров и десятки тонн. Его легко узнать по длинным, похожим на крылья, грудным плавникам и по привычке выпрыгивать из воды всем телом, обрушиваясь обратно с громовым всплеском. Но главное в нем – песня. Самцы горбатых китов поют. Их песни – это не случайные звуки, а сложные выстроенные мелодии, что длятся по 20 минут и повторяются часами. У песни есть фразы, есть темы, есть строгий порядок. Это настоящая музыка океана. Все самцы одной популяции поют одну и ту же песню, и песня эта меняется год от года, будто в моду входит новый мотив. Кит, услышав новинку, перенимает ее и несет дальше. Так мелодия расходится через целые океаны, передаваясь от стаи к стае, словно живое предание. Зачем они поют, мы до конца не знаем. Возможно, чтобы привлечь самку. Возможно, чтобы заявить о себе другим самцам. А возможно, по причине, которую нам пока не дано понять. Горбатые киты совершают самые долгие путешествия на планете. Каждый год они проходят тысячи километров, от холодных вод, где кормятся, к теплым, где рождают детенышей. И на всем этом пути звучит их бесконечная песня. Из света мы спускаемся к тому, чего всегда боялись. Большая белая акула.
Веками вокруг нее рождались мифы и легенды, ее рисовали чудовищем. Но правда куда сложнее и интереснее вымысла. Она достигает 6 метров в длину и весит более 2 тонн. Это одна из крупнейших хищных рыб океана. И при таких размерах она поразительно быстра. Разгоняется почти до 60 км в час. Ее чувства почти сверхъестественные. Она улавливает 1 каплю крови, растворенную в сотни литров воды. А особый орган, ампулы Лоренцини, позволяет ей ощущать слабые электрические поля, которые излучает каждое живое тело. В полной темноте акула чувствует биение чужого сердца. Она умеет согревать собственную кровь, удерживая тело теплее окружающей воды. Это дает ей силу там, где другие хищники цепенеют от холода. В ее мире у нее нет врагов. Она — вершина. Высший хищник. И все же легенда о людоеде неправда. Человек не нравится большой белой акуле на вкус. Чаще всего, попробовав, она отпускает добычу. Почти все нападения – это ошибка. Снизу человек на доске для серфинга похож на тюленя. Акула пробует его на вкус и уходит. Мы боялись ее 1000 лет. А теперь именно ей нужна от нас защита. Она находится под угрозой исчезновения. Не все обитатели глубин внушают страх. Некоторые покоряют сразу. Например, гигантская манта. Морской дьявол, так ее прозвали из-за рогов по бокам головы. Но в ней нет ничего дьявольского. Размах ее плавников достигает 9 метров. Вес более 2 тонн, и при этом она движется так, будто летит. Манта не плывет, она парит, медленно взмахивая огромными крыльями, словно птица в замедленной съемке. Она безобидна, у нее нет ни жала, ни шипов, ни даже зубов, способных навредить. Манта – это фильтратор. Она скользит сквозь облака планктона с раскрытым ртом, процеживая воду и оставляя себе только самое мелкое. Манта – одна из самых умных рыб в океане. Ее мозг в несколько раз крупнее, чем у сородичей. Ученые замечали, что манты узнают себя в зеркале, а на это способны лишь немногие животные на планете. Они любопытны. Они подплывают к дайверам, кружат вокруг них, будто разглядывая гостей из чужого мира. Увидеть манту все равно, что встретить призрака, огромного, безмолвного, бесконечно изящного. Он появляется из синевы, проплывает мимо и снова растворяется в ней. Теперь туда, где интеллект принимает форму, не похожую ни на что земное. Осьминог. Существо, которое по праву можно назвать прибывшим с другой планеты. У него 3 сердца, голубая кровь и 9 мозгов, 1 центральный и по 1 в каждом из 8 щупалец. Каждое щупальце способно действовать само по себе, ощущать вкус прикосновением, принимать решения отдельно от остальных. Осьминог – мастер исчезновения. За долю секунды он меняет цвет и узор кожи,
сливаясь с камнем, песком или кораллом. Он повторяет не только окраску, но и текстуру поверхности, становится шершавым, как риф, или гладким, как галька. И все это при том, что он, скорее всего, вовсе не различает цвета. Он почти пугающе умен. Осьминоги открывают банки, проходят лабиринты, узнают людей в лицо. В неволе они сбегают через крошечные щели, потому что их тело не имеет костей и протискивается в любое отверстие размером с собственный глаз. Некоторые носят с собой половинки кокосовой скорлупы, чтобы прятаться. Это значит, что они пользуются орудиями, а таких животных в мире очень немного. И все же жизнь его коротка. Большинство осьминогов живут лишь год или два. Самка охраняет свою кладку до последнего, переставая есть, и умирает, как только из яиц выходит потомство. Весь этот разум, вся эта тайна угасают всего за несколько сезонов. Есть в океане существо древнее динозавров, древнее деревьев, древнее почти всего живого на суше. Это медуза. Она плавает в этих водах более полумиллиарда лет. Она была здесь задолго до первой рыбы, задолго до первого листа дерева. И за все это время почти не изменилась. У медузы нет сердца, нет мозга, нет костей, нет крови. Она почти целиком состоит из воды, на 95%. Выброшенная на берег, она просто испаряется, не оставляя следа. И все же это совершенный хищник, переживший все великие вымирания Земли. Она движется, мягко сжимая свой купол и толкая себя сквозь толщу воды. Ее щупальца усеяны тысячами крошечных жалящих капсул, что выстреливают ядом при малейшем касании. Так она парализует добычу, прежде чем подтянуть ее ко рту. Медузы бывают любого размера. Одни не больше ногтя. У других купол шире человеческого роста, а щупальца тянутся на десятки метров, длиннее синего кита. А одна из них словно отрицает саму смерть. Особый вид медуз способен вернуться в детство, превратиться обратно в незрелую форму и начать жизнь заново. Снова и снова. Ученые прозвали ее бессмертной. В толще воды стая светящихся медуз похожа на медленный безмолвный сон. А вот и странник, что бороздит океан уже сотни миллионов лет. Морская черепаха. Она появилась в эпоху динозавров и всех их пережила. Ее предки плавали в этих самых водах, когда по суше еще ступали гиганты. Черепаха проводит в океане почти всю жизнь, поднимаясь к поверхности лишь за глотком воздуха. Самые крупные из них, кожистые черепахи, вырастают до 2 метров и ныряют на километровую глубину, глубже многих китов. Но раз в несколько лет самку тянет назад. Сквозь тысячи километров открытого океана она возвращается на тот самый пляж, где когда-то вылупилась сама. Как она находит дорогу – одна из великих загадок природы. Считают, что черепаха чувствует магнитное поле Земли и хранит карту родного берега в уме всю свою жизнь. Она выходит на песок ночью, роет ямку и откладывает 100 яиц. А потом возвращается в волны и больше никогда их не увидит. Спустя недели из песка выбираются крошечные черепашата и в темноте бегут к воде, ориентируясь на отблеск горизонта.
Их ждут чайки, крабы, рыбы. До взрослого возраста доживет едва ли 1 из 1000. Но этот один проплывет полмира и однажды вернется на тот же берег, чтобы дать новую жизнь. В сумеречной зоне свет рождается из темноты. Биолюминесценция. Холодный живой свет, который существа производят сами. В глубинах это не редкость, а скорее правило. Большинство обитателей открытого океана умеют светиться. Кто-то использует свет, чтобы приманить добычу. Глубоководный удильщик несет перед пастью светящийся фонарик-приманку. Мелкая рыба плывет на огонек и попадает прямо в зубы. Кто-то светится, чтобы спрятаться. Хищник нападает снизу и видит жертву темным пятном на фоне светлой воды сверху. Но если рыба подсветит себе брюхо мягким голубым сиянием, силуэт исчезает, и она словно растворяется в воде. А кто-то вспыхивает, чтобы спастись. Некоторые существа выбрасывают облако светящейся слизи, ослепляя нападающего, и исчезают в темноте. Есть и медузы, что прокатываются по телу волной мерцающего света. Есть глубоководные кальмары, усыпанные созвездиями огней. В мире, где нет ни единого луча солнца, жизнь научилась сама создавать свет. В этой черной бездне вспыхивают и гаснут крошечные звезды. Это не небо, это океан. Поднимемся обратно к одному из самых любимых созданий рифа. Рыба-клоун. Маленькая, яркая, узнаваемая с первого взгляда. Оранжевая с белыми полосами, будто в костюме циркового артиста, отсюда и имя. Она живет среди жгучих щупалец морской актинии. Для многих рыб это смертельная ловушка. Прикосновение анемона парализует и убивает. Но клоун покрыт особой слизью, которая защищает его от яда. Анемон дает ему дом и охрану. А клоун в ответ чистит хозяина и отгоняет тех, кто хотел бы им полакомиться. Они нужны друг другу, один без другого выжить почти не может. Есть у этой рыбки и удивительный секрет. Все клоуны рождаются самцами. В стайке правит одна крупная самка. Если она погибает, самый сильный самец меняет пол и занимает ее место. Так группа выживает при любой потере. В дикой природе клоуны живут около 10 лет, не отходя далеко от родного анемона. Знаменитая история о рыбке, плывущей через весь океан в поисках сына, прекрасна. Но это сказка. На деле клоун всю жизнь проводит в нескольких метрах от дома. И именно этот дом сегодня под угрозой. Рифы теплеют, кораллы гибнут, а анемоны исчезают. В открытой воде живет ум иного рода. Игривый, общительный, почти что человеческий. Дельфины. Их существует более 40 видов, от метрового малыша до гигантов длиной в десяток метров. Самый редкий из них – дельфин Мауи. Встречается лишь у берегов Новой Зеландии, и его осталось меньше 100. Каждая особь на счету. Дельфины невероятно умны. Их мозг крупнее и сложнее, чем у большинства животных. Они решают задачи, обучаются и передают навыки потомству. Они узнают себя в зеркале, а значит, осознают, что существуют.
Это большая редкость среди животных. Они живут стаями, в которых каждый знает каждого. И у каждого дельфина есть собственное имя, личный свист, на который он отзывается всю жизнь. Они зовут друг друга по имени. Они умеют дружить. Они помогают раненым сородичам подниматься к поверхности, чтобы те могли дышать. Дельфины видят не глазами, а звуком. Они посылают щелчки и слушают эхо, выстраивая в темноте своего разума точную картину мира. Эхолокация позволяет им найти рыбу, зарывшуюся в песок, и различить предмет за десятки метров. Они стремительны и полны радости. Скользят на волнах перед носом кораблей, выпрыгивают из воды, кувыркаются в воздухе, кажется, просто ради удовольствия. И в этой игре есть что-то, что трогает нас глубже всего, будто мы встречаем в океане родственную душу. На скалистых берегах живут шумные, неуклюжие на суше и стремительные в воде создания – морские львы. Родичи тюленей, они расселились по всему миру, от теплых калифорнийских пляжей до ледяных вод у обоих полюсов. Их выдает громкий лай, разносящийся над лежбищами. На суше они кажутся грузными и неловкими, но стоит им войти в воду, и все меняется. Морской лев становится молнией. Он задерживает дыхание почти на 20 минут и ныряет на глубину больше 180 метров в погоне за рыбой и кальмарами. Они живут большими колониями. Некоторые лежбища насчитывают больше 1000 зверей. Самцы крупнее самок, с массивной шеей и гривой, и в брачный сезон яростно сражаются за место и за право продолжить род. Морские львы любопытны и сообразительны. Именно их чаще всего можно увидеть в океанариумах. Но все больше людей задаются вопросом, имеем ли мы право держать ради забавы существо, рожденное для бескрайнего океана. В дикой природе им тоже нелегко. Перелов отнимает у них пищу, меняется климат, теплеет вода. Некоторые популяции уже резко сократились, и их игривый лай на берегах звучит все реже. Спустимся туда, где жизнь не должна была существовать вовсе. Глубоко на дне, в полной темноте, лежат гидротермальные источники. Трещина в океанской коре, откуда бьет вода, раскаленная почти до 400 градусов и насыщенная ядовитыми минералами. Это одно из самых враждебных мест на планете. И все же здесь кипит жизнь. Целые оазисы в черной пустыне. Здесь нет солнца, а значит, нет и привычной нам основы жизни. Местные бактерии научились добывать энергию из ядовитого сероводорода, что поднимается из недр Земли. Этот процесс называют хемосинтезом. Вся эта экосистема живет не светом, а химией планеты. Вокруг источников вырастают гигантские трубчатые черви, больше 2 метров длиной, без рта и желудка. Они кормятся бактериями, живущими прямо внутри них. Здесь ползают слепые крабы и бледные креветки, никогда не видевшие света. Эти оазисы важны не только сами по себе. Многие ученые считают, что именно у таких источников миллиарды лет назад зародилась жизнь на Земле. Это так пугающе и далеко от привычной нам жизни. И если жизнь возникла здесь без света и солнца,
то, возможно, она существует и на других мирах. В темных океанах под ледяной коркой далеких лун. Каждую ночь в океане происходит самое массовое движение жизни на планете. И почти никто из людей его не видит. Ее называют Великой вертикальной миграцией. С наступлением темноты миллиарды существ из глубин поднимаются ближе к поверхности, чтобы покормиться под покровом ночи. Мелкая рыба, креветки, кальмары, студенистые создания – все они всплывают из тьмы, скрытые ею от хищников. А перед рассветом тем же путем уходят обратно вглубь. Это происходит каждую ночь во всех океанах сразу. Живой биомассы в этом движении столько, что приборы кораблей принимают ее за ложное дно. Слой, что поднимается и опускается, как дыхание самой планеты. А там, где собирается мелкая жизнь, появляются и охотники. Тунцы, акулы, киты следуют за этим потоком. Весь океан связан в единую цепь. Крошечная водоросль у поверхности кормит планктон. Планктон кормит рыбу. Рыба кормит хищника. А когда хищник умирает, его тело опускается на дно и кормит существ бездны, что никогда не видели солнца. Ничто здесь не существует в одиночку. А теперь несколько фактов, от которых океан становится еще удивительнее. Океаны глубже, чем высота любой горы. Марианская впадина уходит вниз больше, чем на 11 километров. Если опустить туда гору Эверест, то она полностью утонет. На дне есть подводные водопады и целые реки, что текут под водой. Их рождает разница в плотности и солености воды. В океане растворено больше золота, чем добыто человеком за всю историю – около 20 миллионов тонн. Но оно рассеяно так сильно, что собрать его невозможно. Соли в океане столько, что ею можно было бы покрыть всю сушу Земли слоем почти в 1,5 метров. Большая часть кислорода планеты рождается не в лесах, а в океане. Его создают крошечные морские водоросли. И при всем этом мы исследовали лишь малую долю морского дна. Каждое погружение открывает неизвестные науке виды животных. Океан остается последним по-настоящему неизведанным местом на нашей собственной планете. Но за этой красотой скрывается тревога. Океан – сердце нашей планеты. Он вбирает в себя около четверти всего углекислого газа, что мы выбрасываем в воздух. Он поглощает огромную часть лишнего тепла. Его течение переносит тепло по всему миру, делая климат Земли пригодным для жизни. Без океана наша планета была бы мертвой. Он давно и тихо защищает нас, а мы причиняем ему только вред. Воды теплеют. Кораллы, не выдерживая жара, белеют и гибнут, а вместе с ними исчезают целые рифы, дом для четверти всей морской жизни. Поглощая углекислый газ, океан становится кислее, и многим существам все труднее строить раковины и панцири. Каждый год в море попадают миллионы тонн пластика. Он не исчезает, лишь распадается на крошечные частицы. Их съедает рыба, рыбу съедаем мы, и пластик возвращается к человеку, проделав полный круг. Перелов опустошает воды быстрее, чем они успевают восстановиться. Существа, что населяли океан миллионы лет, исчезают за считанные десятилетия.
Тот самый океан, что внушал нам страх своей силой, сегодня оказался хрупким. И эта хрупкость – наша вина. Но история еще не закончена. Океан умеет восстанавливаться. Там, где промысел останавливают, рыба возвращается. Там, где очищают воду, рифы снова оживают красками. Киты, почти исчезнувшие век назад, опять наполняют моря своими голосами. Природе нужно немногое, чтобы мы отступили. Это глубокий океан, дом самых странных существ на Земле. Древний, могущественный и, как оказалось, хрупкий. Он был здесь задолго до нас. Вопрос лишь в том, каким мы его оставим. Океан молчит, великий и всесильный на вид, и такой беззащитный на деле.